Поэтому вот, можно из всего сделать какое-то оружие. Изначально мы просто все животные в природе своей, изначально мы все-таки зверушки, а потом уже человеки. Вот, и когда человеческое пропадает, остается зверушка. Зверушку вы не сможете никак убедить, уговорить. Поэтому подумайте об этом и бейте чем придется. Поэтому думайте, творческое задание вам такое. Сегодня, прямо сегодня, да. Так, всем привет, друзья. Продолжаем рубрику «Ответы на вопросы». Чая, папиросы, ответы на вопросы. С вами Макс Степанов, Макс Шрамков, клуб «Самооборона 100%» живет и процветает. Вопрос такой. Вопрос. Самозащита подручными средствами. Что схватить с пола и что можно использовать, чтобы защитить себя? Ну, вот на такой общий вопрос я начну так тоже общими словами. Что на полу лежит, то и хватайте. Не поспоришь. И какой там еще был вопрос к этому? Что можно схватить, чтобы защитить Вот себя? Что можно схватить? Видите, вы по сторонам смотрите на полу, средства, что лежит. да. Вот то хватайте и бейте, применяйте это. Потому что, ну, то, что дано, то и должно применяться. Самый главный принцип, конечно, друзья, это то, что нужно драться с оружием. Нужно, ну как нужно, прям не нужно. Это дает вам больше шансов, больше преимуществ. Потому что у нападающего всегда преимущество. Он выбирает место для атаки, способ нападения, время нападения. Ну, то есть он готовится, он психологически готов напасть. И он делает, скорее всего, не один раз. Поэтому, конечно, у него преимущество есть. Поэтому как можно хотя бы шансы уравновесить немножко? С помощью оружия. Поэтому либо вы заранее выносите какое-то оружие, типа газового баллончика, я имею в виду, разрешенное, конечно же, вот, легальное. Вот, не призываю вас ни к чему такому криминальному. Но, опять же, это на личное ваше усмотрение. А так, на полу что лежит, то и хватайте. Вы должны все типы предметов, вот этих, которые вокруг вас, рассматривать с точки зрения самообороны. То есть есть, допустим, типы ударного воздействия. Ну, не знаю, какая-нибудь палка. Палкой можно ударить, правильно? А ножом можно что сделать? Сделать колюще-режущие ранения. А веревкой можно что сделать? Какие-нибудь удушающие воздействия. А, допустим, табуреткой или стульчиком можно прикрыться. И все эти предметы можно бросать. Они могут быть метательными, правильно? То есть, соответственно, вот эти все вещи, как Джеки Чан в фильмах, вот, да, попробуйте тоже рассматривать все предметы с точки зрения, как бы вы их применили как боевое оружие. И это очень интересная, прикольная даже импровизация получится у вас. Голову сюда, в него, о, как удачно, да? Смотрите, какие хорошие самообороны. Как в кино, знаете, злодей в конце фильма на крюке. Вот то же самое здесь, да, вы можете любой рельеф места тоже использовать для самообороны. У вас же не спортивная всякая там какая-нибудь сетка, там, татами, там, и так далее, и так далее. Ну просто, допустим, он угрожает, да, бум, сбили, и все, а там стенка. И туда, бам, туда в стенку. Как он только ударился, он немножко теряет, ну, как бы, самообладание. И еще на сюда, и ушли. Вот. Я вот так вкратце сказал. А ты, Макс, что добавишь? А я добавлю такое, что как-то раз Олег Майоров, коллега, я сооснователь клуба Олег вместе с Майоров, Максом, привет. да. Честно, имя. Вот, Олег Майоров нам сказал так: на следующую тренировку каждый должен принести какое-нибудь подручное оружие. И все. Вот такое было задание. Такое было задание. И я выпендрился, потому что я был в теме семинаров с Ли Моррисоном, и я по дороге на тренировку нашел газету. Я надеюсь, нас смотрят только адекватные люди, не будут использовать это во вред, да? В общем, я нашел газету. Да, мы снимаем с себя ответственность. Это чисто в качестве, Да, ну, просто поделились рассказываем, опытом, как да. было. Свернул газету в трубочку, в такую плотную, получилась такая палочка. Дальше эту палочку сложил и сжал. И у меня получилась такая большая, хорошая, с острым концом Явара, Кубатан из газеты. Да, то, что торчит с кулака, вот с этой стороны, с этой стороны. Вот с таким подручным оружием я пришел на тренировку. Как-то он там даже называется. Это какой-то брикстонский кирпич или какой-то... Не Ну, помнишь короче, название? не помню, но в В общем, общем, Ли тема. Моррисон к нам приезжал, когда он рассказывал про эту штуку, как это придумали футбольные фанаты, чтобы Злобные заходить на англичанские. стадион Да, во с время газеткой игр же тоже без можешь зайти оружия. куда Ну, с угодно. газеткой можно. А потом они из этой газетки делали такие вот явары, кубатаны, или как это там, да, называется, палочки ладонные. И убивали, крошили там других болельщиков. Поэтому вот, можно из всего сделать какое-то оружие. Поэтому думайте, творческое задание вам такое. Сегодня, прямо сегодня, да. Посмотрите по сторонам, что у вас в квартире находится, как вы могли бы эти предметы использовать. Или на улице, или на работе. Опять же, посмотрите, как вы можете предметы использовать в качестве самообороны. Что ты можешь показать? Да вот, нашел прям предмет, Вот прям предмет. какой у меня есть, Видите, да? какой? Как его использовать? Как его использовать? Вот так буду Вот. использовать. А можно как-то раскрыть, может быть, даже.
периодически. Ну, раскрыть это уже как-то Но это будет страшно, уже, опасно. да, это уже это хорошее что-то будет. такое. Это будет Так уже как-то немножко нормально. не совсем правильно, может быть, даже с точки зрения закона. Но опять же, закон где? Закон там, где есть цивилизованное общество, где люди уважают правила, уважают договоренности, ну, культурные. Общество, короче, грамотное, образованное. А если этой культуры нету, вот такая ситуация, как бы животный мир врывается в эту цивилизацию. Какие законы? На что вы там будете уповать? Ой, нельзя бить, ой, это нельзя применять. Понимаете? Мы изначально, мы просто все животные по природе своей, изначально, мы все-таки зверушки, а потом уже человеки. Вот, и когда человеческое пропадает, остается зверушка. Зверушку вы не сможете никак убедить, уговорить. Поэтому подумайте об этом и бейте, чем придется. То есть сюда можно использовать подручные какие-то предметы. И здесь валяется, конечно, пепельница массивная металлическая. Господи, пепельницу взяли, ура, в голову сюда. Понимаете? То есть главный принцип какой? Перехват, да, Джеки Чана, учитесь у него. Любые предметы оказываются оружием. А отряд с оружием всегда лучше. Потому что здесь ситуация какая? Он-то с оружием, а я нет. Здесь у вас как бы нет преимущества. У него преимущество есть. Поэтому должны как можно быстрее воспользоваться чем-нибудь, чтобы хотя бы шансы уравнять ваши. Потому что маловато шансов на самом деле. У вас шанс только в вашей психической, как сказать, настрое. На то, что сейчас вы урвете козла. Вы должны сильно огорчиться, разгневаться и обидеться даже, можно сказать. С ножом, блядь, как посмел. Мне, ножом. Я кто, блин, овца, что ли, или что? Мы ответили на вопрос? Да, вроде. Ну, вроде бы да. Ну что ж, тогда ставьте лайки, пишите комментарии, может даже гневные какие-нибудь. К чему вы призываете, типа? Главное, до больше поля. 4 слов. Я вот тут услышал, что в Ютубе надо, вот, чтобы было больше 4 О, слов. да? Да, тогда Класс. это типа там что-то куда-то Ребят, там лучше вы уж индексируется. там напрягитесь, да, и хейтеры дорогие, вы ж, ну, не просто фу, говно. Да, Ну, пишите фу, там, говно, говно, фу, говно. говно, говняная, вонючая. Ну, что я подсказываю уже вам, не надо. Вот, подумайте, короче, напрягите мозги. А тут этот фу, блин, отстой, бред. Ну, как-то это говорит не в вашу пользу. То есть, Точно. ну, как-то вот, типа, проходил мимо и что-то там отложил личинку. Ну, типа, как-то фу, некрасиво. Ладно, мы же не для хейтеров снимаем, в конце концов. Да, но Нормально, для нас, конечно. дорогие наши подписчики, конечно же, ну вот тоже услышите, да, то, что Макс сейчас сказал. 4 слова, напишите там, может даже вопрос какой-то там тут же параллельно задать. Поэтому вы нам здорово поможете в продвижении нашего канала. Все, чао-чао. Чая, папиросы, ответы на вопросы. А уверенность не возникает из ниоткуда. По нашему мнению, уверенность – это вера с опытом, прошедшая различные трудности и испытания и не потерявшая своей детской непосредственности. А испытаний в жизни хватает. Нужно только принимать эти препятствия, как тренировки, в которых крепнет ваша вера, превращаясь в непоколебимую уверенность в своих силах и способностях. Мы уже, получается, снимаем, и вот так мы начинаем снимать. Мы говорим обычно «здравствуйте», потом мы разбираем какую-то тему вкратенько, о чем мы будем говорить, и начинаем ее разгонять, и потом мы говорим всем до свидания, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот так примерно делаются наши видео.